Наружное наблюдение. Отдельная профессия ФСБ. Со своим управлением и со своей школой. Но за годы службы я лично выходил на маршрут как обычный оперативник своей линии. Потому что специалистов не хватало. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ, по штатному расписанию слежкой занимается отдельное подразделение, это не моя линия. И в этом видео, почему на практике эта граница часто стирается, и как я оказывался в ней лично. Но прежде чем пойти дальше, если это первое мое видео, которое вы смотрите, я показываю эту систему не со стороны, а изнутри, потому что сам в ней работал. Такого разбора не дает никто, потому что для этого нужно было там быть. Подпишитесь на канал, иначе в следующий разбор просто не попадет к вам в ленту. И еще, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании, там я разбираю текущие новости и политику. Делюсь личным мнением, и там же можно написать мне вопрос. Я стараюсь отвечать сам по мере возможности. Сначала покажу, как это устроено по инструкции. Без этой базы дальше будет непонятно, где у системы трещины. Наружным наблюдением ФСБ формально занимается отдельное управление, оперативно-поисковое. В оперативной среде его просто часто называют НН. Это не новая структура, еще в КГБ она называлась седьмым управлением, и именно тогда устоялась тактика сменяющихся оперативных групп вместо прежних постоянных бригад. Тот же принцип ротации работает и сегодня, просто под другим названием. Задача этого управления – негласное визуальное наблюдение, фиксация маршрутов, контактов, распорядка дня, скрытая фото-видеосъемка. Как это устроено технически, если пешком работает не один человек, а целая группа? Тот, кто идет непосредственно за объектом, его называют ведущий. Меняется через определенное время. Его подменяет другой сотрудник, который до этого шел параллельной улицей или ждал на следующем перекрестке. Именно поэтому сотрудники не успевают примелькаться. Мозг реагирует на повтор, одно и то же лицо, одну и ту же куртку, одну и ту же дистанцию. Группа специально не дает этому повтору возникнуть. Сотрудники периодически меняют детали, снимают или надевают головной убор, меняют верхнюю одежду, расходятся по разным сторонам улицы. Связь внутри группы через скрытую гарнитуру, без визуального контакта с друг другом на маршруте. То же самое с машинами. Используется сразу несколько автомобилей, классическая карусель. Одна машина ведет до определенной точки, затем отстает, и ее незаметно подменяет другая, которая все это время могла, к примеру, двигаться по параллельным маршрутам или просто стояла в стороне. Часто машины едут вообще не за объектом, а по параллельным улицам, синхронизируясь в точках, откуда виден маршрут. На светофорах, поворотах, выездах со двора. Именно сочетание ротации людей, машин и маршрутов делает слежку незаметной для неподготовленного человека. Он ищет повторение, одно и то же лицо или одну и ту же машину. А профессиональная группа этого повторения физически не допускает. Это отдельная структура, именно потому, что слежка – самостоятельная профессия, со своей подготовкой и своей дисциплиной, не совпадающей с работой обычного оперативника какой-либо линии. А теперь то, что в инструкции не написано. Эта схема устойчива там, где штат укомплектован, в Москве, в крупных центрах. В регионах ситуация другая. Количество целей не сокращается, а штат управления меньше. Объекты передаются по процедуре, но когда поток превышает возможности группы, к делу подключаются в том числе и оперативники линии. Это не нарушение процедуры, это ее обратная сторона, о которой не пишут в открытых источниках. И есть третий канал, о котором знают немногие. У наружного наблюдения есть параллельный ресурс за пределами ФСБ. В структуре МВД есть свое аналогичное подразделение – оперативно-поисковое бюро. И оно выполняет те же задачи. Негласный визуальный контроль, фиксация маршрутов и контактов. Когда не хватает штата, задача уходит выше, по цепочке к руководству. Оттуда к начальнику территориального УВД. А он уже спускает ее в профильное подразделение. И вот ключевой момент. Сотрудники этого подразделения МВД часто даже не знают, что выполняет задачи именно для ФСБ. Для них это просто приказ от своего начальника. Поэтому распоряжение и идет через начальника УВД, а не напрямую в управление. Напрямую, конечно, тоже бывает, но достаточно редко. Это не основной канал. Это та же логика разобщенности, на которой строится вся система. Каждое звено
видит свой кусочек задачи, но не видит картину целиком. То есть реальный ресурс слежки – это не одно ведомство. И связаны они между собой не регламентом, а конкретным звонком конкретного начальника. Вот как это выглядело в моей практике. Мое направление – политический экстремизм и террористическая линия, включая радикальные исламистские круги. Когда по объекту нужно было установить связь, маршруты, круг контактов, а группа НН в тот момент была занята другими целями, на маршруты выходили в том числе и я с коллегами. Потому что банально людей не хватало на весь объем задач. Был конкретный случай. Местная группа радикалов в Набережных Челнах, известная по фамилии своего лидера на тот момент Вишняковского, сложившаяся вокруг мечети Тауба. На тот момент мечеть Тауба была местом притяжения различного рода радикальных исламистов. Были, конечно, и другие мечети, по которым приходилось нам работать. По пятницам после намаза члены джамаата собирались все вместе. Обычно, чтобы все вместе поесть в различных местах. Наблюдения мы вели и пешком, и на машинах, в зависимости от того, как двигались объекты в конкретный день. Мы с коллегами отслеживали маршрут от одной из мечетей до точки сбора. Фиксировали место, количество машин и людей, делали фото и видеофиксацию. Был случай, который хорошо показывает, насколько эта работа на пределе своего ресурса. По правилам ротации, о которых я говорил в начале, одна и та же машина не должна попадать в поле зрения объекта дважды за короткий промежуток времени. Но в регионе на весь выход у нас на тот конкретный момент было всего 2 машины. Не 3, не 4, а всего 2. В тот день группа задержалась у мечети дольше обычного. Вторая машина застряла в объезде. Там была одна дорога, и ее на тот момент перекрыли коммунальщики. А значит, первой пришлось снова проехать мимо той же точки, где ее уже видели. И это был именно тот момент, когда разработка и наблюдения реально могли провалиться. Не потому, что кто-то ошибся, а потому, что банально не хватило техники, чтобы соблюсти то, что сам же объяснял как правило. Систему не интересует, кто физически идет за объектом, ее интересует результат. Данные, маршруты, состав группы, периодичность встреч. И еще один момент. Уже не личный опыт, но то, что я знаю точно. По радикалам я выходил сам, потому что не хватало людей на моем конкретном направлении. А вот с иностранной разведкой ситуация другая. Я узнал это не из собственной практики, а от своего непосредственного начальства, когда речь шла о распределении ресурсов между линиями. Контрразведывательное направление – приоритет другого уровня, когда объект кадровый офицер иностранной разведки под прикрытием или представляющий интерес дипломат, ресурс выделяется почти без ограничений. Закрепленная команда, которая годами ведет конкретных людей, не отвлекаясь на другие задачи. Это не разовый выход, как у нас по радикалам, это практически непрерывное сопровождение. И это не только мои слова. Независимые журналистские расследования, которые годами отслеживают именно эту тему, не раз подтверждали. Иностранные дипломаты и сотрудники посольств, скажем, в Москве, находятся под постоянным визуальным контролем. Это рабочая практика, а не миф о паранойи спецслужб. Разница между двумя направлениями показывает, как на самом деле разделяется ограниченный ресурс системы. Для радикалов латание дыр чужими силами, для контрразведки отдельная полностью укомплектованная линия. Это уже не мое участие, это то, что я знаю точно. И это прямо подводит к следующему вопросу. Кто вообще решает, какая цель достойна постоянного ресурса, а какая нет? Что это означает на практике? Представление о спецслужбе, способное организовать профессиональную слежку за любым человеком в любой момент, не соответствует тому, как это работает изнутри на самом деле. Ресурс конечен, решение, кого ввести физически, а кого нет, определяется приоритетом цели, а не общим намерением контролировать всех. Это не значит, что слежки не существует, это значит, что она избирательна. И избирательность определяется значимостью цели. Из чего складывается этот предел, то, что я видел изнутри, не инструкция, а диагноз. Метод, который я описал в начале, держится на ротации людей, машин, маршрутов. Ротация требует штата, а штата, как я уже показал, хронически не хватает даже на штатные задачи. Карусели, подмена ведущего работает предсказуемо тогда,
когда предсказуем сам объект. Известный маршрут, известное время, известное место. Это не моя рекомендация. Что-то менять– это диагноз. Чем регулярнее и однообразнее жизнь человека, тем проще его вести. Это объективное свойство метода, а не совет. Техническая часть СОРМ, камеры работают непрерывно и не требуют физического ресурса людей. Но физическая слежка – самый дорогой и ресурсно-затратный метод в системе. Самый дорогой инструмент. И именно поэтому она применяется не повсеместно, а точечно. Вывод не в том, что нужно делать вам. Это не моя экспертиза и не предмет этого канала. Вывод в том, что сама система не такая всемогущая, не такая бесконечно ресурсная, как ее рисуют себе многие. Система во многом держится на ощущении, что она видит все и всегда. На практике даже подразделения, созданные специально для слежки, работают на пределе своего ресурса. Это не повод терять бдительность, это повод понимать логику системы, а не ее выстроенный образ. Если вы досмотрели до этого момента, вы уже понимаете эту систему точнее, чем большинство тех, кто пишет о ней со стороны. Подпишитесь, следующий разбор выйдет уже скоро, и без подписки вы его, скорее всего, не увидите в ленте. А если хотите больше, чем разбор системы, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании и в комментариях. Там я разбираю текущие новости, политику и события со своим мнением, без купюр. Там же можно написать мне напрямую с любым вопросом. Постараюсь ответить лично. С вами был Вадим Майоров. Спасибо за просмотр. Берегите себя. До новых встреч.